Всех приветствую на моем канале. Предыдущее видео с внедрением вот этого Bluetooth модуля набрало очень много просмотров. Поэтому я решил продолжить эту тему. Не так давно ко мне пришел вот такой Bluetooth MP3 модуль встраиваемый. Этот модуль может воспроизводить USB флешку, micro SD флешку, а также радио. Можно подключать AUX разъем и есть Bluetooth модуль. Также в комплекте есть пульт и провода для подключения. Встраивать мы его будем вот в этот старенький магнитофон. Наверное, куда-нибудь сюда или сюда. Скорее всего, уберу механизм, который воспроизводит, читает кассету, и поставлю его вот сюда. Кассетами все равно не буду пользоваться. Для начала нужно разобрать, посмотреть, куда можно подключить. Тут вот есть микрофонный вход. Попробуем туда подключиться. И надо будет придумать, как включать сам усилитель, чтобы он работал. Что, приступим? Итак, вот я разобрал весь магнитофон, уже все припаял, не стал снимать, как все делаю, чтобы не затягивать видео. Сейчас просто покажу, что и как сделал. Вот все работает. Сейчас радио играет. Также флешка работает. Пульт работает. Bluetooth работает, но я его сейчас включить не могу, потому что снимаю на телефон. Это радио, AUX, флешка. Так, сейчас покажу все по порядку, что я сделал. Так, начнем с самого модуля.
Так, пока выключим. Так, в самом модуле, чтобы избавиться от шума по питанию, ну, как советуют на ютубе, вот в этом месте есть резистор с обозначением 0, с нулевым сопротивлением, ну, просто перемычка. Его нужно отпаять и припаять на вот этот трансформатор, конденсатор. На 2200 микрофарад. Вот сюда на минус и сюда вот на эту ножку на плюс. Вот это минус, вот здесь. Вот здесь у конденсатора обозначение. Вот эта полоска минус. Значит, вот эта ножка минусовая, вот эта плюсовая. Соответственно, сюда припаивается. И все, избавился от шума. Уже припаял провод для антенны и вынес инфракрасный датчик от пульта, потому что он у меня будет стоять не здесь, сама панелька будет стоять вот так сверху, а датчики я вынесу вот сюда в бок, чтобы можно было с пульта переключаться. Иначе, если он будет стоять здесь, пульт не будет доставать его. Так, по Bluetooth все. Так, питание. Питание я взял вот отсюда вот идут два провода, оранжевый и зеленый. Это провода, которые шли на мотор, который крутил кассету. Я когда включил, померил напряжение, там было 7,5 вольт. Сам Bluetooth питается от напряжения от 5 до 12 вольт. И 7,5 вольт ему вполне достаточно. Так, чтобы включить усилитель на плате магнитофона, нужно, там шли вот эти два желтых провода, и они замыкались такой штучкой, сейчас покажу. Вот здесь в механизме кассетном вот мотор, от него я отпаял вот эти два провода, зеленый и оранжевый. Оранжевый плюс, зеленый минус. И вот здесь есть такая штучка, контакт. Когда нажимаешь play, он зажимает. Вот видно сейчас эти контакты. Стоп, он разжимает. Когда сейчас не нажимается. Вот, нажалось. И вот он, видно, что зажал эти контакты. Сейчас разжал. Вот эти желтые провода были запаяны вот сюда. И это с помощью них включался усилитель и подавалось питание на мотор.
я нашел у себя вот такой включатель. Чтобы включать усилитель и сам модуль. Врежу его в корпус, и будет он включаться вот с него. Так, далее. Теперь куда подключен звуковой провод, кабель. Сначала хотел подключиться вот сюда. Это вход для микрофона. Когда магнитофон был включен, можно было подключить микрофон, ну, типа караоке, наверное, я не знаю, что это там такое было. Или голос записывать на кассету свой. В общем, я сначала припаялся сюда, но звук был ужасный. Видимо, он прогонялся еще через саму плату, там какой-то, может, еще микрофонный предусилитель. Да, кстати, к сожалению, сам усилитель на этой плате оказался моно и не стерео. И мне пришлось подпаяться вот сюда. Прозвонил мультиметром, нашел землю минус на потенциометре, вот на этом, который добавляет громкость. Подпаялся сюда и подпаялся также к потенциометру, нашел, где идет канал звука на усилитель, и объединил оба провода, левый и правый канал, и запаял его вот сюда. Все работает, звук стал лучше. Конечно, звук не идеальный, сам усилитель не очень хорошего качества. Маленько присутствует шум, но когда играет музыка, его не слышно практически. Ну, такой сам магнитофон не очень хорошего качества, этот китайский. Так что нечего особо от него ждать каких-то чудес. В принципе, поет относительно удовлетворительно, в общем. Вполне чисто, без хрипов. Вот как-то так. Антенну, провод я буду подпаивать сюда. Здесь вот есть антенка у него. Я отпаял от радио, которое было на плате. Оно тут тоже сломанное, все развалилось. Я его отпаял. И антенну буду подпаивать сюда. В принципе, радио на самом модуле ловит хорошо. Практически все каналы поймал. Как-то так. Теперь буду собирать и уже покажу, наверное, конечный результат. Погнали дальше. Так, вот установил модуль на место клавиш. Практически идеально сюда встает. Только вот в этом месте, где AUX, разъем маленько, корпус чуть-чуть совсем пришлось подпилить лобзиком, чтобы не упирался. А так он вот прям
как будто тут и был. Сейчас его, наверное, к той стороне приклею на суперклей, а эта сторона будет просто вот так вот одеваться и закручиваться на болты. Или эту приклеить в сторону, я пока не решил. Ладно, собираю дальше. Вот таким вот образом это все выглядит в собранном виде изнутри. Панель я закрепил, антенну припаял сюда. Здесь прорезал отверстие под кнопку. Все закрепил на горячий клей. Так, сюда вставил пару светодиодов мигающих через резистор последовательно и подключил их к кнопке, чтобы при включении они загорались. Вот так, чтобы было. Теперь это все нужно собрать. Инфракрасный датчик установить сюда, в переднюю панель. И практически готово. Будем собирать. Вот что в итоге мы имеем, готовый результат. Панель прекрасно разместилась на месте клавиш, практически идеально вписалась сюда. Здесь у нас разместилась кнопка включения, правда она не очень вписывается, такая белая. Ну какая была, такую и сделал, не на выставку. Также перенес инфракрасный приемник вот отсюда вот в это место, чтобы можно было спокойно пользоваться пультом. Не вот так вот сверху, а вот нормально вот так. Переключать можно было. Вот, собственно. Так он включается. По умолчанию включается Bluetooth. Но, к сожалению, Bluetooth я сейчас включить не могу, потому что снимаю на телефон. Будем смотреть другие функции. Это радио. Отлично ловит практически все каналы. С помощью кнопки сканирования поймал. Также работает флешка. При включении флешки сразу начинается проигрывание трека. При помощи пульта можно выключить модуль, включить. Можно замьютить. Поставить на паузу. Можно листать.
Можно с помощью вот этих цифровых клавиш выбрать нужный трек. Здесь есть также простой эквалайзер. Можно настроить звучание, какое больше нравится. Можно добавлять звук. Все отлично работает. От шума в питании, по питанию самого модуля удалось избавиться с помощью выпаивания нулевого резистора и припаивания конденсатора. Но от шума самого усилителя магнитофона не удалось избавиться. И при остановке трека можно услышать небольшой фоновый шум. Не знаю, будет слышно, нет. Маленько слышно. Но это не из-за модуля, это сам магнитофон. Он когда еще у него была кассетная ДК рабочая, при включении он издавал такой шум. Такой не очень качественный китайский магнитофон. Каких-то чудес от него ждать не стоит, какого-то качественного звука. Так, взять с собой в гараж или на природу послушать. Кстати, тут также сохранился отсек для батареек. Он также функционален. Можно поставить батарейки и взять с собой куда-нибудь на природу и слушать музыку. В принципе, модуль неплохой, мне понравился. Все функционирует. Единственное, что в отличие вот от такого модуля, вот этот требует доработки. То, что нужно избавить, если использовать общее питание от магнитофона, то приходится дорабатывать, чтобы не было шума самого модуля. А вот этот можно прям, как сказать, сразу из коробки подключить. Сюда зарядник от телефона, сюда штекер аудиоустройства, и он будет работать. Если устанавливать такой модуль в какой-нибудь более качественный музыкальный центр там, или какой-нибудь домашний кинотеатр, либо какой-то усилитель или колонки, то, думаю, и звук, в принципе, у него должен быть вполне хороший. Ссылку на вот этот модуль я оставлю в описании под видео. Также оставлю ссылку на этот модуль. И там будет ссылка на установку вот этого модуля в колонки, в активные. Итак, сейчас покажу работу Bluetooth. Звук у меня на камере здесь не очень хороший. Ну, какой есть. Так. Включаем. По умолчанию включился Bluetooth на модуле.
на телефоне включаем Bluetooth. Воспроизводим трек. Все, он подключился. Вот такой вот магнитофончик у меня получился. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Пишите комментарии. Подписывайтесь. Переходите по ссылкам на другие видео. Всем спасибо. Пока.